Всем привет, друзья! Для сегодняшнего видео я выбрала рецепт немецкой кухни. Опеку я Käsekuchen. Это такой немецкий сырный пирог, но вот сыра там вовсе нет, а только мой любимый творожок. Продукты для приготовления пирога должны быть комнатной температуры. Сначала приготовим тесто. Для теста мне понадобится 400 грамм муки, мука под номером 405. В муку высыпаю пакетик разрыхлителя, 150 грамм размягченного сливочного масла. И все это нужно будет перетереть в крошку. Теперь в серединке делаю углубление. Добавляю 2 яйца весом 115 грамм. Пол чайной ложки соли. 150 грамм сахара. И цедра 1 лимона. Замешиваем тесто. Вот, посмотрите, какое тесто у нас получилось. Такое очень мягенькое по составу. Не липнущее. Тесто отправляю в прохладное место. И вот пока тесто будет отдыхать, приготовим начинку. Так, чтобы тесто сверху не подсохло, обязательно его прикрывайте. Так, друзья, для начинки мне понадобится такая объемная чаша. Высыпаю сюда 3 пакетика ванильного пудинга. В каждом пакетике 37 грамм. На моем канале уже есть несколько рецептов творожных пирогов. Все они очень удачные. Предлагаю вам заглянуть и посмотреть. Так, теперь сюда добавляю чайную ложечку соли, сахар, 200 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю. Сухие продукты должны хорошо соединиться. Добавляю 135 миллилитров сливок. «75 миллилитров свежевыжатого лимонного сока». Пирог получится с такой приятной кислинкой. Очень освежающе. Все хорошенько перемешали. Теперь добавляю сюда 2 яйца. Яйца категории L 115 грамм. В этом рецепте я использую крупные яйца. 600 миллилитров молока. Процент жирности 3,8. 975 грамм пастообразного творога. Творог использую 20% жирности. Можно также 40% жирности использовать. Обезжиренный творог. Мне больше нравится, когда творожок с жиринкой. И все это нужно будет сейчас с помощью миксера хорошенько размешать. Долго не мешайте. Вот все продукты соединились, и отключайте миксер. Чтобы вот пирог не трескался после выпекания, все продукты должны быть одной температуры, и творожную массу взбивать не нужно.
Вот, все перемешала, буквально это заняло около 20 секунд. Отставляю в сторонку. Выпекать пирог буду в форме диаметром 28 сантиметров. В центр формы выкладываю тесто и распределяю его по дну и по бокам. Друзья, вот так вот симпатично у меня получилось. Если тесто выходит за краешки, его можно вот так вот с помощью ножичка срезать. Выливаю сюда начинку. Ставлю пирог в заранее разогретую духовку на 165 градусов. Время выпечки 70 минут. Я этот пирог пеку не впервые, но обязательно обращайте на особенности своей духовки. Кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше. Форма диаметром 28 сантиметров. Если вам нравятся низкие пироги, тогда возьмите форму, к примеру, 32 сантиметра. Друзья, пирог готов. Посмотрите, какой румяный он получился. Выпекала я его ровно 1,5 часа при температуре 165 градусов. Теперь пирогу нужно будет дать хорошенько остыть, стабилизироваться. И потом я вам покажу, как красиво он смотрится в разрезе. Друзья, пирог можно подавать к чаепитию. Посмотрите, он у меня немножко по центру провалился, но это нормально. Пирог оседает во время остывания. Начинка становится такой вот более плотной, но в то же время она очень нежная, такая сырковая по вкусу. В пирогу также очень ощутимы нотки лимона, он такой получается слегка кисловатый, приятный на вкус. И пирог рекомендую подавать охлажденным. На мой взгляд, эта выпечка вот раскрывает себя именно после длительного охлаждения. Ну все, давайте посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Вот, посмотрите, друзья. Но не красота ли? Это очень душевный пирог. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.